Всем привет! В Риге кипит жизнь. Но несмотря на это, в центре нашего города очень много заброшенных многоквартирных домов, где жизнь остановилась навсегда. Сегодня я отправился в невероятно красивые старинные квартиры, где люди оставили все: одежду, книги, мебель, личные вещи и даже еду. Видео получилось долгим, поэтому это лишь первая часть. Приятного просмотра! Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика, и сегодня я снова отправился в заброшенный многоквартирный дом в центре нашего города. Зашел в подъезд, а на лестнице горит свет. Но то, что дом заброшенный, это информация точная. Кстати, интересно, а его можно выключить и включить. Я думаю, что свет здесь горит для того, чтобы люди, проходящие по улице, не думали, что этот дом заброшенный, и ни у кого не возникло бы мысли сюда залезть. Висят батареи, а вот почтовые ящики. Здесь было 9 квартир, судя по почтовым ящикам. И еще почтовый ящик какой-то фирмы. Возможно, здесь также были офисы. В общем-то говоря, первый этаж. И здесь уже начинаются заброшенные квартиры. Очень, кстати, красивые двери, такие монументальные. Тут была прихожая, гладильная доска, вешалка для одежды. Кстати, по всему зданию висят вот такие вот метки. То, что этот дом находится на реконструкции. Сейчас здесь ведется строительство. Вот это да. Вы просто посмотрите на эту мебель. Очень красивая мебель. Обалдеть. Когда-то здесь была очень роскошная квартира. Вся комната в зеркалах. И здесь был еще и балкон. Очень красивый камин, кстати. Такие квартиры, да еще и в центре города, стоят немало денег. Поэтому я могу предположить то, что здесь жил довольно богатый человек. Кстати, довольно странно то, что в камине даже остались дрова, которые так и не сгорели. И лежит пустая бутылка. Но я скажу то, что эта квартира очень впечатляющая. Сколько я не ходил до этого по заброшенным квартирам, но такой красоты я еще не видел. Такие занавески красивые висят. Еще одна комната, но почти пустая. Кстати, вот на стене висят датчики. Когда-то здесь была сигнализация. Но сейчас, надеюсь, она не работает. Тут стоит мебель. И лежат газеты. Газета про литературу и искусство. Газета, кстати, 1982 года. То есть этой газете уже 40 лет. Кстати, это не единственная газета. Тут таких газет целая стопка. Удивительно, но за 40 лет эти газеты весьма неплохо сохранились.
Холодильник, кстати, новый, не советский. Интересно. Холодильник пустой. Как будто бы совсем новая мебель лежит под чехлами. И надпись «Не брать». Возможно, тут или делали, или делают ремонт. Хочу порекомендовать вам канал Infernius. Парень живет в России и посещает заброшенные места, снимая это на камеру. Недавно он съездил в Воркуту, в полузаброшенный город на севере России. И они вместе со своей командой собственноручно восстановили стелу «Миру мир». Ссылка будет в описании, и кто зайдет к нему в гости, пишите, что вы от меня. Продолжение этой квартиры. Довольно старый стол, антикварный. Такие я до этого еще не встречал. Стулья, мебель, мусорные мешки. Как будто бы здесь кто-то делал ремонт, но что-то пошло не по плану. Тут был туалет, но унитаза нету. А тут была кухня. Но кухня тоже почти пустая. Еще один датчик висит на стене. И стоят две кружечки. Застывший газовый счетчик. А тут, судя по проекту, должна быть ванная. Но здесь пусто. Несмотря на то, что эта квартира красивая, но она довольно пустая. А, ванная была здесь. Но тут тоже пусто. Еще одна комната. И тут, наверное, отдыхали рабочие, которые делали ремонт. Потому что стоит какая-то еда, давно уже протухшая. Стаканчики. Книжка. Основы медитации. И баночка с гвоздями. Линейка, перчатки. Да, здесь определенно были рабочие. Лестничная клетка. И следующая квартира. На стене висит рисунок 2001 года. Следующая квартира. Тут висит карта мира. Кстати, если прислушаться, слышно, как работает электрический счетчик. И он очень медленно, но крутится. Холодильник стоит прямо посреди прохода. Это была кухня. Да, это была кухня. А вот это была ванная. Смотрите, даже осталась чья-то зубная щетка. Зубная щетка. Зубная паста. Пена для бритья. Кстати, даже полная. Да. Неиспользованная зубная паста. Ручные бритвы. Интересные находки. А вот и кухня. Кстати, кухня очень интересная. Раскраски. Стены красные, а батарея зеленая. Наверное, тут жил творческий человек. Много мусора.
баночки. Даже осталась какая-то еда. Какие-то специи. Чай. Точнее, подставка от чая, а в ней лежат специи. Посуда. Тарелки. Но воды здесь нету. На полу валяются еще банки, бутылки от алкоголя, ботинки стоят, а вот и кладовка. Очень много тут всего стоит. Возможно, это варенье, какой-то томатный соус. Смотрите, даже огурцы есть, соленые огурцы стоят. Кстати, тут на стене написано Инесса очень много раз. Возможно, здесь жила женщина, которую так звали. Туалет. На стене написаны законы Архимеда и Ньютона. Еще одна комнатка. Это, наверное, была спальня, потому что тут стоит диван и шкаф, в котором когда-то висела одежда. И куртка валяется на полу. Очень большие квартиры на самом деле тут были. Еще одно помещение, полностью пустое. Кстати, вот так изнутри заделаны окна, чтобы никто не мог пробраться в это здание. Этот дом был с печным отоплением. И в каждой квартире очень много печек. И они все довольно красивые. Но у нас все старые дома в центре города были с печным отоплением раньше. Хотя вот помимо печек здесь есть и центральное отопление. Поэтому, возможно, когда эти дома построили, они были с печным отоплением. Какая красивая печка. А потом, уже позже, сюда провели и центральное отопление. Но здесь помещения в основном пустые. В этой квартире. Поднимаюсь на следующий этаж. Интересно, что же там будет. На каждом этаже горит лампа в подъезде. Здесь сверху и снизу горели. Следующие квартиры. Все открытые нараспашку. Тут у кого-то была кладовка. Гранатовый сок. Но, судя по цвету, он стоит здесь уже очень давно. Много здесь баночек с чем-то. Даже не знаю с чем. Возможно, это были какие-то соки. Продолжение квартиры. Тут видно, кто-то хотел делать ремонт, потому что сняли двери. Очень интересный такой кувшинчик деревянный. Такие обычно бывают в барах. Следующая комната. Печка.
Это были остатки от пола, наверное. Кстати, в этом доме очень красивые балконы. Обалдеть. Смотрите, какая огромная соска. Честно, я не знаю, что это, но похоже на большую соску. Напишите в комментарии, у кого есть догадки, что это может быть. И лежат пустые бутылки от алкоголя. Когда-то это был элитный алкоголь, я так подозреваю. Что-то лежит в бутылке. Непонятно что. Обалдеть, смотрите, гитара. Электрогитара даже здесь есть. Наверное, тут жили люди, увлекающиеся музыкой. Она, конечно, без струн и давно уже не в работающем состоянии. Но все равно я очень удивлен такой находке здесь. Дзинтерс. Это был какой-то одеколон. И баночка. Баночка с калием советского производства. Пола здесь нету, и вместо пола лежат доски. Тут был туалет. Туалеты в этом доме в таком интересном стиле сделаны. Или синие, или зеленые, как я заметил. Идем дальше. И тут у нас кухня. Стоят бутылки, банки. Холодный чай недопитый. И на полу валяются тарелки. А тут ванная. Кстати, ванная весьма неплохо сохранилась. Тут есть еще несколько комнат. Но тут все в пыли. Со стены содрали обои. И кровать стоит вся в пыли. Чья-то шапка. И цветы, завявшие от времени. На самом деле, я даже не знаю, есть ли у этого здания охрана. Но, наверное, есть, если здесь включен свет. И почти все ходы сюда заделаны. Шкаф с зеркалом и стол. И красивые плакаты были на стенах когда-то. Следующая квартира. Тут была кухня. Бутылка от оливкового масла. А это была кладовка, но она вся забита какими-то коробками. Туалет. Даже туалетная бумага осталась на полу. И в мусорнике остался мусор.
освежитель воздуха. Кстати, в нем даже что-то есть. И все в пыли. Тут, наверное, была еще одна кухня. Но тут ничего интересного. Какие-то звуки раздаются. Есть кто внутри? Это какое-то животное. Человек такие звуки не издает. Блин, стрёмно. Я думаю, вы тоже слышали эти звуки через камеру. Здесь комната, где тоже хотели делать ремонт. И стоит печатная машинка, которая уже поломанная от времени. А тут была чья-то спальня. И лежит бампер от машины. Довольно странно, то что в спальне лежит бампер от машины. Кстати, тут лежат вот такие подушки и одеяло, которые совсем почти не пыльные. Несмотря на то, что все остальное в пыли, они довольно чистые. Возможно, тут жил какой-то бездомный или рабочие оставались на ночь. Кстати, работающий электрический счетчик. Горят две зеленые точки. Продолжение квартиры. Еще одна комната. Но тут тоже особо ничего интересного. Еще одна печка. И тут кто-то явно делал ремонт. Но судя по слою пыли, я думаю, все-таки что-то пошло не так. И работы здесь давно уже не происходят. Смотрите, какой шикарный диван. Здесь, наверное, когда-то была комната отдыха. Опять раздаются странные звуки с улицы. Такая лампа стоит на столе. Как будто бы кто-то есть внутри. Но я знаю то, что здесь живут голуби. И могут быть коты. Поэтому, возможно, звуки от них. У человека звуки другие. Поднимаюсь на следующий этаж. Эти этажи, они довольно пустые и вычищенные рабочими. Третий этаж. И снова все двери нараспашку. Очень интересная мебель стоит. Видно то, что древняя. Но внутри чья-то одежда. Интересно, что в этом ящичке. А в ящичке какая-то бумага. Что-то про законы. Следующая комната. И тут
Очень много вещей валяется на полу. Перец. Полная баночка перца. Чехол от очков, наверное, был. А это был старый будильник, я думаю. В комодике лежат тоже вещи. А вот это, по-моему, что-то интересное. Электрофен бытовой. Интересно, какого он года, но выглядит, как будто он очень старый, им ни разу никто не пользовался. Я думаю, любителям антиквариата здесь было бы интересно. Мешок, а внутри него другие мешки. Ведро с мешками. Еще одна тумбочка. А это не тумбочка. Это что-то связанное с шитьем. Какой-то швейный станок. Честно, не знаю, как он работал. Но это что-то явно для шитья. Нитки лежат. На полу здесь очень много вещей. Одежда. Туалетная бумага даже лежит. И много мусора. А вот на стене висит календарик. Календарик за 2018 год. Точнее, даже за 2019. То есть, получается, люди отсюда ушли 3 года назад. Честно говоря, многие писали в комментариях под прошлыми видео, что вот такие заброшенные квартиры, где люди оставляют свои вещи, это потому, что людей выгоняют оттуда. Но очень много книг и гитара. Но, насколько я знаю, людей действительно выгоняли из их жилья. Но было это около 30 лет назад, когда Латвия стала независимой страной после распада СССР. И тогда людям, которым до прихода советской власти что-то принадлежало, им это возвращали, людей действительно выселяли. Но это было 30 лет назад, но явно не сейчас. А из-за чего люди покидают сейчас свои квартиры и не забирают свои вещи, вот это для меня тоже остается загадкой. Возможно, людей выселили из-за аварийного состояния этого здания, и дом хотели реконструировать, но что-то пошло не так. Но тогда опять же вопрос, почему здесь оставлены вещи всех людей? Какой-то музыкальный диск, вилочки лежат. На полу очень много вещей здесь тоже. А вот на подоконнике стоят завявшие цветы. Вот это были кактусы, которые очень давно никто не поливал, и они умерли. Шкаф с одеждой. Раньше, наверное, это была очень модная одежда. Пиджаки, пальто, куртки. Мне кажется, тут жили довольно состоятельные люди. Кстати, книжки в основном на латышском языке все. Федор Достоевский. Книжка «Поездка в Англию» на английском языке. Книжка, обучающая музыке. Мне кажется, тут жили весьма разносторонние люди. Вот это да. Просто посмотрите на эту комнату.